Всем салют! В сегодняшнем видео поговорим об обновлении последнем, которое у нас было. Оно получилось довольно-таки объемным, но при этом изменений практически игра не претерпела. Да? Нам добавили просто большой ивент, который будет продлиться практически месяц, выполняя разные задания, разные ивенты, и мы закрываем вот такую шкалу. Подробно об этом ивенте и всех изменениях, которые произошли, да, именно по ивентам, что касается, какие новые были, какие изменены. На нашем канале уже есть видео, да, ссылочку мы прикрепим к описанию этого видео, и вы сможете там все подробно узнать обо всех изменениях, да, то есть у нас коснулось немножко оповещения, которое здесь у нас появляется, да, то есть оно не такое назойливое, каждый раз заходите, до этого было все время что-то кричали, одно и то же, сейчас стало получше, вот, предупреждает даже там, если дракона надо бить, остается неопределенное время, оно предупреждает, у вас приходит оповещение, что скоро нужно атаковать дракона, вот, стало поприятнее. Главное изменение, которое произошло, да, у нас появилась новая девушка. Вот, я так понимаю, вот в драконе в эти выходные его добавят, злого дракона в рулетку, и можно будет ее получить. Ну, то, как обычно, я всем рекомендую ее получить, да, то есть, если вы не докачали других девушек в процессе, это никак вам не мешает, да, то есть, вы начинаете с ней играть в разные азартные игры, это занимает довольно-таки длительный промежуток времени, если вы не тратите туда розы, на что бы я не рекомендовал, да, то есть, розы пригодятся на то, чтобы приобретать подарки, а не на то, чтобы раскрывать девушек. Вот. Но опять же, это у каждого своя ситуация. Если у вас большое количество подарков, имеются розы, и вы можете их потратить, розы, открыть девушку и сразу ее прокачать, тогда, конечно, это может быть. То есть, а простым игрокам, да, потихонечку играете, получаете вот эти вот 8% в конечном итоге. И опять же, там уже смотрите по возможности. Я бы рекомендовал ее сразу прокачать на 5 звезд, потому что мы получаем здесь мораль воина на плюс 10. Соответственно, это очень хорошая прибавка, да, то есть у нас перед этим вышла девушка, которая срезала мораль на 10, теперь вот, которая нам мораль повышает. Я читал там во многих соцсетях там комментарии, что некоторые считают, что теперь, прокачав эту девушку, можно не брать талант герою на мораль. Я с этим не соглашусь, потому что мораль нужна обязательно, везде ее, считаю, нужно ставить. Но опять же, это субъективно мое мнение, так как соперник может поставить молчание герою, может поставить срезку морали питомцу, также прокачать эту девушку, которая срезает мораль. И, соответственно, нам, чтобы просто в ноль выйти, нужно прокачать тоже все, что возможно. Поэтому не стоит пренебрегать прокачкой как и девушки, так и, соответственно, у героя не убирать навык морали, если он у вас есть, и стараться его получить. Вот. Также она увеличивает жизни, это, да, барышня, и уменьшает урон. То есть она как бы для этих самых вот подходит, как бы сделано больше с упором для новых юнитов, да, которые появились у нас в игре, магические, да, повысит им жизни, у них высокий порог защиты, родной самый высокий, да, в игре, соответственно, поднимется у них жизни, если прокачать эту девушку, срезать урон сопернику и повышает выживаемость этих юнитов ранга магических, да, то есть, соответственно, тем, кто играет там через черных, с костяными драконами, да, тоже костяные драконы станут сильнее, так как повысится жизнью и будет по ним меньше наноситься урон. Поэтому девушка очень интересная, нужная, да, то есть, и нужно теперь игрокам, которые еще не докачали всех остальных до этого девушек, свою стратегию по развитию именно вот подстраивать ее. Также она на 10 звезде дает очередь похода. Качать или не качать до 10 звезд, тут уже каждый себе решает, да, если у вас 8-9 героев, соответственно, я думаю, вам не нужна эта очередь похода, дошли до 9 звезд и вернулись к предыдущим барышням, да, то есть дарим им подарки. То есть тем игрокам, у которых больше 10-11 героев, им не хватает очереди похода, да, то есть, соответственно, есть смысл докачивать до 10 звезд. Опять же, все взвесив, насколько вам нужна эта очередь похода или же не нужна, да, если у вас есть недокачанные девушки, у вас много героев, вам нужно все хорошо взвесить, что вам важнее. Или здесь получить очередь похода, да, и у вас будет там какой-то сборщик ходить, что-то собирать. Или же вместо этой 10 звезды, да, прокачать какой-то девушке, которая дает боевые значения, более важные, чем очередь похода.
здесь каждый будет решать для себя сам. Поэтому, ну, девушка тоже очень интересная, да, хотя бы на 5 звезд ее нужно качать обязательно, да, для того, чтобы получить мораль. То есть мораль плюс 10 это вот основная задача, как можно быстрее дойти до сюда, да, то есть сейчас подарков много, отовсюду падает, да, то есть сейчас девушек прокачивать стало намного проще, чем это было там год назад. Вот, поэтому плюс 5, я думаю, вообще никого не составит проблему ее сделать, если вы хотите потом вернуться. И даст вам возможность потом вернуться, докачать, доделать тех девушек, которые вы были заняты в этот момент, пока она появилась. Но плюс 5, да, получить мораль, это очень нужно. Так как даже если вы будете сражаться с соперником, у вас не будет высокого показателя морали, там, но вам нужно, чтобы было больше нуля, да, то есть плюс 1 и выше. Потому что если у вас будет минусовая мораль, вы не будете вообще ходить ни разу, по 2 раза не сходите, соответственно, это уменьшает ваш атакующий потенциал. А если у вас будет отрицательный показатель, то есть шансы пропуска хода, да, здесь, к сожалению, какой-то пропорции нету, как это все работает, в каких-то процентных соотношениях все. Есть показатель там 24 плюс 24 минус 24, который можно увеличить в алтаре, в принципе, пороги, да, но опять же, насколько это эффективно, я не могу судить, так как таких тестов не проводил. Вот, но доходим, качаем, а дальше смотрим по ситуации. Так вот, изменений особо больше в игре нету. То есть визуальные, да, в бою появились изменения, то есть при скорости. Вот, второй, когда смотрите бой, соответственно, стало лучше цифры выскакивать, да, до этого было очень неудобно, там все непонятно, что происходило в бою, сейчас стало получше с этим, да, то есть визуальные эффекты работать стали лучше. Вот, поэтому играем, смотрим, то есть и обновление приходит, да, то есть вчера что-то дообновляли, доделают, переделают, потому что обновление довольно-таки большое и не все сразу работает, поэтому если какие-то вещи не работают, пишем в поддержку, сигнализируем о ошибках и недочетах, да, и это все довольно-таки быстро исправляют. Вот, на этом все, всем счастливо.